Здравствуйте! Добро пожаловать на Ламрим. На этой прекрасной фотографии мы видим мать и ребенка. И вот настоящая история. Не забывайте, что мы рассказываем историю о монахине по имени Голубой Лотос или Лотос цвета индиго. Потому что Пабонка Ринпоче хочет показать, что по мере того, как мы идем по жизни, все меняется. Наши отношения меняются. Мы никогда не знаем, что происходило до этой жизни или будет происходить после. Такова тема этой истории. И мы перешли к сутре о мудрых и глупых. Я нашел эту историю и расскажу вам ее полностью. Вот почему Ламрим занимает столько много лет. Я родилась в Кюнту-Гюверик. Речь идет о религиозной брахманской семье из касты странствующих. Они не похожи на брахманов, но это была уважаемая религиозная индуистская семья, в которой она родилась. Хомо. Кстати, Тим это означает «я для женщин». Мои родители принадлежали к высокой касте и Тюнпе, и были очень религиозны. И они нашли мне мужа из той же касты. Мангтутхепа. Он был очень образованным. Он знал Веды. Он был знатоком Вед, а это весьма желанный муж. Они выдали меня за него замуж, и я стала его женой. Чунма означает «маленькая женщина», и это может означать «жена». Но это также может означать «младшая жена», если у мужчины было две жены. У нас родился ребенок. Позднее моя свекровь умерла, а я стала Сэмчен Йопар за $100, Тим. Может, ты сможешь найти это в заметках? Сэмчен Йопар. Мне потребовалось 10 минут, чтобы понять это. Сэмчен Йо. Подумай о контексте. Она вышла замуж. Нет, она забеременела. Понятно. Она получила живое существо. Это мило. В итоге я сказал, да, точно. Она забеременела. И Ким Тхап, у нее были слуги в доме, помощники. И я сказала слугам в доме, у меня есть Сэмчен. Я беременна. И месяцы подошли к концу. Это значит, что прошло 9 месяцев или почти 9 месяцев. Туньевы, срок уже близко. Если я буду рожать в этом доме, Цокпо, здесь не очень чисто, и Митуп, и не очень удобно. Поэтому я думаю, что буду рожать ребенка в доме моих родителей. И мои слуги сказали, что так будет лучше. Итак, 2 семьи слуг сопровождали меня. Я взяла своего ребенка с собой и поехала туда, где живут мои родители. Я отправилась к своим родителям. На полпути к их дому я почувствовала какой-то дискомфорт в животе. Мы сделали привал под деревом. Около полуночи у меня родился ребенок, у меня родился сын. Итак, теперь у нее было 2 мальчика и 2 семьи слуг. Одна из пар разместилась на ночлег неподалеку от места, где я рожала ребенка.
И ночью на них напала змея. Они пытались позвать на помощь, но их никто не услышал. А потом взошло солнце на следующее утро. Тена, и я взглянула на место их ночевки. Я увидела, что змея их убила, отравила их ядом и съела большую часть их тел. И я потеряла сознание от шока и упала. И я оказалась на земле. А потом старший сын, который тоже был там, его отец тоже умер, был убит другой змеей. Я закричала в отчаянии и заплакала. Извините, ребенок начал плакать, и это меня разбудило. Когда он увидел, что его отец мертв, он начал плакать, и это меня разбудило. И этот старший ребенок... И теперь у меня было двое детей. Старший сын отправился с нами в джунгли, в дом моих родителей, чтобы я могла родить там другого ребенка. И второй ребенок внезапно родился ночью. Поэтому мне пришлось посадить старшего ребенка себе на спину. Снова появилось слово «кхур» — груз на спине. Кстати, эта сутра была особенно трудной, потому что в одном только предложении 1, 2, 3, 4, 5, 6 орфографических ошибок. Я посадила младшего новорожденного ребенка на бедро, и я шла и рыдала. Я шла и шла и шла. А потом я попала в дикую часть леса, безлюдную часть леса. Я не могла найти никого, кто мог бы мне помочь. На дороге не было ни одного человека, и она проходила через безлюдную местность. Слово «нье» у нас уже было найти или определить. Парна здесь означает «в промежутке». Где-то по дороге мы подошли к большой реке. Здесь написано с ошибкой. Река была очень широкой и очень глубокой. Текпа означает «у меня не было возможности нести обоих детей». В древности слово «тек» имело значение «быть способным нести». Я не могла пронести обоих детей через реку. Чу написано с ошибкой «цхурил тушак». Эту ошибку сложно заметить. Я оставила старшего мальчика на берегу. Затем я взяла младенца. Я держала его, и я перешла вброд на другой берег реки. А потом я вернулась назад. Слово «чир» означает «повернуть назад». Я пошла назад, чтобы забрать старшего мальчика, которого я оставила на берегу, чтобы отнести новорожденного на другую сторону. Она положила новорожденного на землю и вернулась. И здесь это сбивает с толку, потому что здесь «ма» — это не «маонг», это «ма-онг». Старший мальчик увидел, что идет его мама. Поэтому он шагнул в реку, и его унесло течение. И я потянулась за ним. Здесь ошибка. Но у меня не было сил удержать его.
Я схватила его за руку, но не смогла удержать. Я не смогла удержать ее, и река унесла его. Здесь выражение «пхарил чинпа» в древней форме, что значит «перейти на другую сторону». Чхир означает «я вернулась». Я развернулась и пошла обратно к дальнему берегу реки. Чанки означает «койот» или «волк». Прошедшее время съел. И я поняла, что новорожденного съел волк на другом берегу реки. И осталось только пятно крови на земле. Небольшая лужица крови на земле. Это все, что осталось. Ошибка. Я пошла, куда глаза глядят, охваченная горем. После многих-многих часов, нескольких дней, сангпа. Вот слово «санг» из санге, что означает «стать осознанным». Это значит, я пришла в себя. Это очень древние, полезные слова. Я вернулась на дорогу, ведущую к дому моих родителей. Я шла и шла и шла. Потом я наткнулась на человека из своей касты, который был другом моих родителей, из касты странствующих. Что с тобой случилось? И почему ты такая ньонмонпар? Что тебя беспокоит? Вот древнее значение слова ньонмон. Что так сильно тебя огорчило? Тогда я рассказала ему подробно всю историю. Там означает рассказать историю. Рассказала ему всю историю. Ошибка. Он тоже начал плакать. А потом я спросила, как поживают мои родители? И он ответил: дом твоих родителей загорелся после того, как ты в последний раз слышал о них. Твоя мать, твой отец и все остальные в доме сгорели заживо. Он сказал мне. Когда я услышала, что случилось с моими родителями, я снова потеряла сознание и упала на землю. Означает, я упала на землю без сознания. Ошибка. Тогда этот человек из моей касты взял меня с собой и повел меня в дом моих родителей. Извините, к нему домой, и обращался со мной как с собственным ребенком. Эта семья приняла меня и относилась ко мне как к родной. И я стала жить у них. И со временем появился другой мужчина, и мы сблизились, и я вышла за него замуж. Мы наслаждались любовью и удовольствием. Это значит, что у них был секс. И Сэм Чен, я стала Сэм Чен Танг. Я снова получила живое существо. Когда месяцы стали полными, 9 месяцев, верно? У меня появился ребенок. Ребенок родился. Извините, когда ребенок должен был родиться? Я решила, что мне понадобится помощь, поэтому я отправилась в дом другой семьи. И я родила на полу в их доме. Я быстро закрыла дверь, сразу, как только зашла в их дом, потому что, наверное, в доме никого не было. Я вошла внутрь, я закрыла дверь,
и, не знаю, заперла ее на засов, а потом я легла и родила ребенка. Есть такое слово «выдавить из спонсоров». Я выдавила из себя ребенка. И хозяин дома вернулся совершенно пьяный. Ладно, очевидно, он плохой парень. Он вернулся в дом совершенно пьяный. Он постучал в дверь. Я не смогла встать, чтобы открыть ее, потому что он не мог открыть дверь. Он разозлился, и он выбил ее, ворвался и еще побил меня. Сильно меня побил. Я только что родила ребенка. Я сказала: послушай, я только что родила ребенка. Он убил ребенка и поджарил его на сковороде. Он взял тело ребенка и поджарил его на сковороде. Он пытался заставить меня съесть плоть ребенка. Я отказалась это сделать. И потому что я не стала есть плоть ребенка, он снова избил меня. А потом он затолкнул еду мне в рот, засунул плоть моего собственного ребенка мне в рот. Затем, после того, как я съела своего ребенка, я пришла в себя. И я подумала про себя, что у меня нет никакой сыном. Очевидно, у меня нет вообще никакой хорошей кармы. Моя карма совсем плохая. Я решила оставить семейную жизнь и направилась в Варанаси. Я сбежала в Варанаси. Недалеко от Варанаси я сидела под деревом. И из города вышел молодой мужчина, чтобы захоронить прах своей жены. Его жена умерла. Его жена умерла за чертой города. Он хоронил или закапывал кости своей кремированной жены. Он был очень привязан к своей жене. Опять же, все написано с ошибками. Он сидел у ее могилы и плакал. И я наткнулась на него. И он увидел меня и спросил: «Что ты здесь делаешь одна? Индийские женщины никогда не ходят одни в лес». Он спросил: «Что ты здесь делаешь одна?» Я рассказала ему всю свою историю. Он отвез меня в Джетавану. Джетавана. Сад. Извините, это не Джетавана. Это просто обычный царский парк. Он отвез меня в царский парк, где часто проводил время Будда. Он сказал: «Эй, как насчет того, чтобы мы поженились, и ты стала моей женой?» Я сказала: «Это было бы хорошо. У меня нет мужа». Мы стали мужем и женой. Через какое-то время мой муж, пораженный болезнью, умер. И согласно местным традициям в этой части Индии, если муж умирает, а жена все еще жива,
Что такое Турту, помните? В Ваджраяне. Это место захоронения, верно? Согласно обычаю, в этой части Индии жену следует хоронить живой вместе с телом мужа. Что, знаете ли, до сих пор случается. Поэтому они похоронили меня вместе с ним. Но после захода солнца пришли грабители могил, чтобы посмотреть, нет ли каких-нибудь украшений на телах. Они раскопали то место, где была я, и главарь шайки грабителей увидел, что я жива, все еще крепка и здорова. Я стала его Чхунмар. Он взял меня в жены. Я уже не знаю, в который раз. Спустя некоторое время, когда во время ограбления царь убил его, он был убит царскими войсками во время ограбления. Тогда его товарищи взяли его кости и похоронили меня вместе с ними снова. Меня снова похоронили вместе с трупом моего очередного мужа. Я была 3 полных дня наполовину погребена в могиле, и Чанки пришел волк и вырыл меня. Я думаю, он не просил ее стать его женой. И потом, случайно, он меня вырыл из могилы. И я начала думать обо всем этом. Я начала думать про себя. Опечатка. Что я сделала в своей прошлой жизни такого плохого, что это продолжает происходить со мной? И почему меня спасают в последнюю минуту? Почему я продолжаю выживать? В прошлой жизни похоже, что некий принц из рода Шаки стал просветленным. Извините, в этой жизни. И они начали называть его Буддой. Сангьи. Некий принц из рода Шаки стал просветленным, и люди начали называть его Буддой. Он, должно быть, может видеть все вещи в прошлом и будущем. Так что, может, он сможет мне рассказать, что за кошмар со мной происходит. Я найду его и спрошу, что я такого сделала, что это все происходит со мной. Я подумала, вот я пойду и попрошу у него пристанище. Это буквальное значение кьяп-сундро – принятие прибежища. Затем она отправилась в Джетавану, то есть в Шравасти. Да, она вышла за пределы города Шравасти, в сады принца Джетта. Я пошла в то место, и издалека я увидела лорда Будду, который издалека был похож на огромный распускающийся цветок. Или можно сказать, что он выглядел как полная луна, окруженная звездами галактики. Очень красиво. Издалека он выглядел именно так. В тот момент Будда также проявил свою безграничную мудрость. Тхокме Асанга. Он увидел, что время пришло. Настало время, когда я должна быть дюлва, что я должна стать учеником.
почтительная форма. Он поднялся со своего места, и он поприветствовал меня. Очень красиво. Эта сцена очень красивая. Я была совершенно голой, потому что я только что выбралась из могилы. Я была совершенно голой. От стыда я рукой прикрыла грудь. Я прикрыла грудь. И я просто сидела там, где была, потому что боялась встать и подойти к нему. И плохая новость. Мы прервем эту историю здесь, чтобы вам захотелось вернуться и узнать, чем она закончится. Это похоже на сериал. Вы должны вернуться, чтобы узнать, что произойдет дальше. Как в хорошей книге. Да, как в хорошей книге. В этом месте мы должны прервать историю, и мы вернемся к ней на следующем занятии. Но не забывайте, почему мы говорили об этой истории. Это происходит из жизни в жизнь. Вот монахиня, которая стала архатом у ног самого лорда Будды. Ее обучала первая из всех монахинь, Праджапати. Итак, мы говорим о том, что никогда не знаешь, кто есть кто. Прямо сейчас она голая, обезумевшая женщина, которая только что вылезла из могилы. Что же будет дальше? Вы узнаете об этом в следующий раз.